Здравствуйте, друзья! Это канал Пластмассовый енот. Я инженер по пресс-формам. Сегодня мы поговорим с вами про обслуживание пресс-форм. Но прежде чем начнем, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий с интересующей вас темой, которую вы бы хотели увидеть у нас на канале. Прежде чем мы продолжим разговор, я расскажу вам, что такое пресс-форма. Пресс-форма – это литьевая оснастка, предназначенная для литья под давлением каких-либо изделий. На данном примере я вам расскажу и покажу, как правильно обслужить пресс-форму. Данная пресс-форма называется детский конструктор. Тип пресс-формы двухплитный, холодноканальный, плита толкателей подпружинена. Данная пресс-форма состоит из двух половинок. Это неподвижная часть и подвижная часть. В неподвижной части есть такая деталь, которая называется матрица. Она оформляет внешнюю часть отливки. Матрица у нас устанавливается в обойму. Обойма у нас здесь с охлаждением. Задняя часть пресс-формы – это подвесная плита. Она стыкуется непосредственно с плитой термопласт автомата и крепится струбцинами. Сейчас вблизи я вам покажу все составляющие неподвижной части. Начнем с матрицы. Здесь мы с вами наблюдаем ледниковый канал. Он у нас туннельного типа. Это отверстие под ледниковую втулку и формообразующие. На задней же части мы видим каналы охлаждения с уплотнительными кольцами. Далее у нас идет обойма. Здесь мы с вами наблюдаем ледниковую втулку, также каналы охлаждения, втулки для направляющих и пазы для центрирующих замков. Здесь мы с вами наблюдаем ледниковую втулку с внешней стороны. Сюда подходит сапо термопласт автомата и впрыскивается материал под давлением. Данная деталь у нас называется подвесная плита. Она имеет центрующее кольцо, которое входит в неподвижную плиту термопласт автомата. Также на обойме присутствуют штуцера, необходимые для охлаждения формообразующей. Подвижная часть пресс-формы состоит из плансона, обоймы, плиты толкателей, самих толкателей, пружин и подвесной плиты. Давайте все это рассмотрим вблизи и поподробнее. На плансоне, так же как и на матрице, находится формообразующая, которая оформляет внутреннюю часть отливки. Сзади плансона также находятся каналы охлаждения и отверстия под толкателя. Плансон устанавливается в обойму, на которой имеется направляющие колонны, замки, каналы охлаждения, отверстия под толкателем. Деталь из плансона извлекает система толкателей. Она состоит из двух плит, самих толкателей. Это пружины, они возвращают плиту в ее исходное положение. Еще на плите толкателей присутствуют контртолкатели. Они необходимы для отведения при смыкании всей системы в исходное положение. Это задняя часть подвижной половины пресс-формы. На ней имеются направляющие для плит толкателей и отверстие под центральный толкатель термопласт автомата. Для обслуживания пресс-формы необходимо специально подготовленное место, которое соответствует всем нормам безопасности и требованиям техпроцесса. При эксплуатации пресс-формы нужно следовать всем рекомендациям поставщика по регламенту ее обслуживания. Чем ниже заложен ресурс производителем, тем чаще нужно ее обслуживать. Для качественного обслуживания пресс-формы нам понадобится смазка, консервант, нефраз или обезжиритель. Также очищающая паста, салфетки и скотч-брайт. Перед началом обслуживания пресс-формы необходимо продуть каналы охлаждения сухим сжатым воздухом. Также обратите внимание на наличие дефектов на формообразующей части, направляющих колоннах, толкателях и ледниковой втулке. Берем салфетку, наносим на нее очищающую пасту и приступаем к чистке загрязненной поверхности. После того, как поработали с поверхностью, протираем ее салфеткой с обезжирителем и протираем матрицу со всех сторон.
Далее приступаем к чистке обоймы. Мест, где нету формообразующей, можно смело тереть скотч-брайтом. После чистки все так же протираем смоченной салфеткой с обезжиривателем. Также при помощи скотч-брайта очищающей пасты мы чистим прижимную плиту. После того, как мы почистили все части неподвижной половины пресс-формы, приступаем к ее сборке. Наносим графитовую смазку по краям матрицы. Вставляем ее в обойму. Применяем медный молоток. Используя его, мы максимально себя обезопасим от повреждения во время установки каких-либо деталей пресс-формы. Старайтесь не попадать мотком по формообразующей части. Также необходимо обратить внимание на метки обоймы и метки матрицы, чтобы они совпали. Если их нет, то нанесите их сами и не стирайте до момента сборки. Перетягиваем матрицу болтами с обратной стороны обоймы и прикручиваем прижимную плиту. Отдуваем от мусора, убираем в сторону и приступаем к обслуживанию подвижной части пресс-формы. Далее приступаем к удалению загрязнения на планцоне. Тут система очистки та же, но из-за того, что тут присутствует много острых выпирающих частей формообразующей, удобнее ее будет чистить, комбинируя салфетку и палочку. Обдуваем поверхность от остатков салфетки. Проливаем обезжиривателем и выдуваем остатки пасты воздухом. Также брызгаем обезжиривателем в посадочные места толкателей и продуваем отверстия воздухом. Протираем смоченной салфеткой планцон со всех сторон. Приступаем к чистке обоймы в подвижной части. Для начала удаляем старую смазку.
Повторяем все те же действия очистки обоймы, так же, как с неподвижной частью. При очистке обоймы обращайте внимание на состояние уплотнительных колец и старайтесь не допускать попадания обезжиривателя и других растворителей на них. Далее берем обезжириватель и брызгаем его в отверстие толкателей. Продуваем отверстие от остатков обезжиривателя и старой смазки. Протираем заднюю часть обоймы от остатков выдува. Отверстие под контур толкателя мы очищаем салфеткой. Аналогично с матрицей, фасон также смазываем графитовой смазкой и устанавливаем в посадочное место обоймы. Далее приступаем к чистке системы толкателей. На данной пресс-форме толкатели у нас не подписаны, поэтому во время чистки будем доставать их по одному, чтобы не перепутать их посадочные отверстия. Далее, после очистки, смазываем толкатели. Наносим тонкий слой смазки на толкатель и вставляем его обратно в посадочное место. Толкатели можно смазывать по одному или же сразу несколько, распределив равномерно смазку. Устанавливаем пружины, ставим плиту толкателей и далее нам необходимо каждым толкателем попасть в его посадочное место. Дожимаем плиту толкателя до конца и прикручиваем фиксирующую плиту. Берем прижимную плиту
Удаляем старую смазку с направляющей. Наносим новую и ставим ее на место. После сборки обеих половинок пресс-формы мы обдуваем от лишней пыли и грязи. Если выбирать пресс-форму на хранение, ее необходимо поставить на поддон, а также накрыть специальным чехлом, чтобы избежать попадания пыли, влаги и посторонних предметов. С вами был канал Пластмассовый енот. В этом видео мы рассмотрели, как правильно обслужить пресс-форму. Если у вас остались какие-либо еще вопросы, пишите в комментариях. Запись пошла, да? Сейчас, секунду. Здравствуйте, это канал Пластмассовый енот, я инженер. Все, просто надо чуть-чуть подышать и собраться. Нормально? Нормально. Как все проще было перед мамкой, там, перед девушкой. Но прежде чем вы продолжите просмотр видео, подпишитесь. Я букву П удалю. Я букву П удалю из алфавита. Почему так много П? Да как правильно сказать-то просто, если я буду мужику объяснять на матах, мы друг другу поймем. Нормально? Курить могу сходить? Все. Олег! Дубль 9, все в пресс-формах. Забыли. А я помню. Потому что я ютубер 52. Она состоит из 2 плит и самих толкателей. А также... Ну ты мразь какая, нахуй. Вот что ты... Нормально. Минус сустав пальца. Пресс-форма представляет собой литьевую оснастку, необходимую... Для чего она нужна? Ну это нормально сейчас было. Ну что? Все... Довела меня за сегодня.